Добрый вечер. У евреев очередной праздник. Шалом. Праздник называется Суккот, праздник кущи. Это, наверное, для меня это первый праздник, который для меня открылся когда-то давно. Я, конечно, боюсь об этом говорить, о моем откровении, но Богу нужна жертва, и я буду говорить. У меня улучшилось зрение. Как это я заметила? Сегодня тушила капусту, и смотрю, я вижу уже функцию тушения, я вижу своими глазами без очков. Для меня это было удивительно, потому что приходилось брать очки. Я не знаю, с чем это связано. Может, тем, что у меня сейчас перерыв на работе, не напрягаю зрение. Но я еще совершила молитву, думаю, важную, для исцеления, по 15-му псалму. Я сегодня молилась еще с моей сестричкой двоюродной, потому что она в больнице опять с ребенком. И я хочу совершить это с теми, кто меня слушает, кто меня понимает. Я этот псалом повторяла, читала постоянно. Я молюсь о том, чтобы у меня щитовидка восстанавливалась, потому что у меня были проблемы, я говорила, что я отказалась от гормонов. Поэтому мне приходится много молиться. Я исцеление чувствую своей силой, как это сказать, у меня просто происходят какие-то физические такие действия. Я не могу это все объяснить. Я даже ощущаю какой-то треск, когда я молюсь. Послушайте. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство десницы Твоей вовек». Богу нужна жертва. У евреев есть 3 праздника. Паломнических они называются. Я не буду сейчас о 3 праздниках говорить, я буду говорить о Суккоте. Суккот – это праздник кущи. И он описан в Исходе, 23 глава, 16 стих. «Праздник кущи совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и сточила твоего». Во Второзаконии тоже 23 глава, 39, там другой стих, потому что его нету, я не нашла. Значит, празднующийся в конце года. Вы знаете, что уже у евреев был Новый год. Но сейчас Суккот, именно сейчас начинается вечер. То есть со вторника, но у евреев, как известно, день начинается в 6 вечера, то есть уже с понедельника. Кто там что-то делает? Потемнел экран, кто-то опять мне мешает. Прошлое видео у меня просто попортили в 3 или 4 местах. Это, видно, тоже будет попорчено. К сожалению, я не могу высказывать какие-то мысли, они прерываются. Возможно, важное что-то хочу сказать, прерывает. Да, а что говорит Бог? А Бог смеется. С меня тоже. Я сегодня
полезла на чердак делать утепление дальше. Вот там купила еще один рулон стекловатый и утепляла. Говорю, о, здесь можно кущи проводить. Вот. А у меня там ковры старые, такие, я их разложила поверх ваты, чтобы можно было там пройти. Чтобы, ну, это же вредно, стекловато вредно. Вот, думаю, о, здесь можно уже ночевать, как у евреев, ночью, ночь провести. Но Бог говорит, мне не надо. И он мне показал, какая ему нужна жертва. Ну, эту жертву, в принципе, я уже совершала. Я уже так жила, таким образом. Вот. Ну вот сегодня я уже это начала. В магазин я не хожу и ем. Ну, это праздник кущи, это получается праздник собирания урожая, первых плодов. Вот. Ну, у евреев там тепло, они там делают палатки. Вот, они там строят палатки из веток и неплодовых деревьев. Только нельзя строить палатки из веток плодовых деревьев, кстати. И это вот для меня откровение. В общем, в магазине в эти 7 дней я ничего покупать не буду. Буду готовить себе пищу из того, что у меня есть в холодильнике. Вот такой образ будет у меня жизни в эти 8 дней Суккота. Ну, конечно, не бывает исключений из правил, потому что мне придется завтра идти в больницу. Вот, и надо будет кому-то, только не мне, да, купить продукты, чтобы человек... В больницу же не пойдешь с пустыми руками и не пойдешь, ну, я там приготовила, например, шарлотку, я занесу ребенку там кусочек пирога, там, допустим, еще что-то. Ну, надо будет что-то купить. Я нарушу, конечно, но это не для себя. Вот такой образ жизни в Суккот открывается. И я думаю, что почему же Господь говорил в Захарии, пророка такого, об этом дне? Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. Вот такое откровение о праздновании для всех народов, как называется, языческих народов, то есть не иудеи, не евреи. Евреи делают кущи, они строят, там куда-то выезжают, и строят эти палатки, там целая наука о том, как их строить, там некоторые делают их из... просто с простыней, допустим, еще чего-то. Ну, в общем, вот такой праздник у евреев. Как праздник жертвы, да, жертва каким-то благополучием, жертва каким-то покоем. Допустим, они где-то должны переночевать на улице, получается, они там ночуют, там, какие-то свои традиции. Вот, описанные их учеными, их раввинами, которые не получили, как это все должно проходить, там все законы соблюдаются, там размер, там высота, какое расстояние должно быть между прутьями, там, между чего-то, ну, так строят они себе текущие. Ну вот, а для меня, конечно, мы живем на севере, у нас уже на улице не переночуешь, и, между прочим, как-то опасно даже оставаться, потому что мало кто может пройти и навредить. Ну, я получила такое видение. Так как действительно строятся кущи из неплодовых веток деревьев, так, из неплодовых деревьев, то получается, что плоды мы, ну, продукты, то есть питание, как бы не надо в это время покупать. Понимаете? То есть я думаю, что я не планировала, я только сейчас, вот вечером получила вот это откровение. То есть я просто не заготавливалась, не запасалась вообще. А сегодня я начну такой... Я уже сегодня не ходила в магазин, у меня уже хлеб нет, я пеку там какие-то коржи. Вот такое откровение получила. И приветствовать буду всех, кто последует за мной. Я уже такой образ я уже в жизни жила. Было такое, что я не понимала, что я делала, но я вот такие вещи совершала. Не ходила в магазин и жила вот так вот, коржи пекла, хлеба нету. И вот. Ну ничего, вы знаете, это праздник Опресноков, еще и праздник Опресноков, еще третий праздник, второй, то первый. Пресноков делается во время Пасхи, тоже проводится вот такая жертва. Это очищение нашего организма. То есть я не знаю, что там врачи скажут, кому что советуют. Я, например, чувствую, когда я голодаю, мне действительно поджелудочный немножко, беспокоит, меня там загиб желчного протока, у меня проблемы есть. Вот, поэтому я не смогу сильно голодать. Но я думаю, что мне продуктов будет достаточно. Такое вот я получила откровение. И благодарю Бога за всех,
кто меня слушает. Будьте благословенны.